Сегодня 8 мая, вечереет, на небе тучки. И хочу показать самую холодостойкую культуру в моей теплице. И культура эта называется дыня. В отличие от помидор, огурцов и всех остальных, дыня сохранилась как ни один из них. Невероятно, но факт. Привитые, непривитые. Вот моя вечная свечка, которая грела теплицу всю ночь. Один только кустик подмерз. Находился он с краю, и заметила я не сразу. Выглядит он вот так. Более того, меня очень удивили баклажаны. Это теплолюбивая культура. Как стояла, так и стоит. Да, нижние листики желтые, но это уже давно. А верхние зеленые. Баклажан подпортился тоже один. И подпортился он не с этой стороны, а вот с этой. Сейчас я его найду. Вот он. Один листик. Вот не было такого листика. Вот он подмерз. Выглядит он вот так. Все остальные баклажаны целы, как и дыни. Но хочу я показать дыню, которая у меня была оставлена специально с подвоем. Потому что я боялась. С одной стороны, боялась, что дыня пропадет, точнее подвой пропадет. А с другой стороны, я видела видео, где люди показывают, как у них подвой, это тыква. Тыква и дыня на одном кустике прекрасно себя чувствуют. И если вот рядом вот эта дыня, где подвой маленький, его тут и нету, она привитая, вот прищепочка есть. Подвоя как такового. Вот он маленький. Я их специально не убирала, чтобы не пропал подвой. Потому что в этом случае пропадает и привой, и тыква. То здесь как-то все очень много этого подвоя. А соответственно сама дынька выглядит ой как хиловато. Вон она. Поэтому сейчас я вот этот подвой хочу убрать. Здесь, кстати, прививка была не как я все прививала, а вот так. И вот привилось оно как-то странненько. Вот. Так что срезаю я макушку этой тыквы. Где она? Там у меня, чтобы дыню не срезать. Так. Хотела опробовать новые ножнички. Не очень-то они режут. Ай. Вот так. И вот видно, какая небольшая дынька и какой был подвой. И еще в одном месте, вот здесь, я обнаружила тоже подвой. Вот он, большой. Тоже хочу его поубирать. Ага. Так, новомодные ножницы не работают. Похоже, это не ножницы не работают, а у меня неправильно. Опа, работает. Так. И вот эту серединку. И вот этот листик. Все, вроде как тут еще может пойти. Окончательно не убираю. Так что в этой теплице вот так все красиво. Так,
Вот тут тоже на дыньке. Вот он. Есть подвой. Его тоже надо убрать. Вот он. Убрали. А дынька выглядит вот так. И уже видно магниевое голодание. Вот такой листик у меня был еще дома. А вот растут новые, хорошие. Так что вот здесь, мне кажется, тоже есть подвой. Надо пообрывать эти листики. Не то, что мне кажется, а он точно есть. Потому что это явно листики тыквы. Они более мягкие. А у дыни листики вот такие. О, кстати, вот еще одна подмороженная. Вот, подмороженная тоже дынька. Ну, как-то я уже смирилась с этим мероприятием. Подморозились, так подморозились. Так. Все. Это кусочек свечки, который я зажгла утром, чтобы согреть теплицу. Вот. Опять же, все точки роста у подвоя не убираю, потому что боюсь, что он пропадет, и, следовательно, пропадет и привой. Да, и здесь надо еще оставить по 2 самых сильных пасынка, а все остальные нужно поубирать. Ну, потому что пасынков пошло больше, чем 2, а мне нужно только 2. Вот здесь, например, растет 3. Вот один хороший, вот второй хороший, а вот тут третий маленький. И вот третий маленький я лучше выломаю. Вот он, маленький. Так, тут вообще растет лес. Один хороший пасынок, второй хороший пасынок. А вот этот тогда, ну, пока оставлю, потому что не знаю, если этот подмерз, тогда оставлю вот этот. Так, это тоже лист от подвоя. Вот. Вот этот оставлю. Вот эти 2. А этот тогда можно будет убрать. Так. Тут пошли 2 хороших. Вот один, вот второй. А вот третий растет. Он уже мне не нужен. Он маленький. Он маленький. Здесь то же самое. Ну, в общем-то, система одинаковая. Здесь 2 хороших пасынка. Побеги второго порядка. Наверное, я неправильно говорю. Побеги второго порядка. Тут тоже 2 побега второго порядка. А третий вот малюпусенький совсем. Так. Тут вообще один хороший, а 2 маленьких. Так что пусть растет. Вот так надо все пройти. Да, вот здесь даже я сегодня на веревочке подняла дыни, потому что они, ну, хорошо себя чувствуют и подросли 3 дыньки. Сейчас в другую теплицу пойдем. Кстати, смородина на удивление отошла. Не просто отошла, но и выглядит очень даже хорошо. Не знаю, не осыпятся ли плоды. Ну, так, смородина жива. Клубника тоже оттаяла. Та, что утром была вся в снегу. Точнее, в инее. В жутком инее. Так, а вот это вторая теплица. Она большая. Что здесь? Замерзли кабачки. Но что интересно, вчера я показывала, снимала, не помню, выкладывала или нет. Вот этот кабачок, плод, он был замерзший, он был стеклянный. И он за вчера и за сегодня отошел. То есть растения как будто регенерируются. Вот эти листики были хорошие вчера. Сегодня они стали вот такими. Край листа испортился. Вот. Эти листья хорошие. Сейчас у нас там 14 градусов.
Перец, который тут стоял, тоже выглядит как-то не очень, но при этом он тверденькие листики. Подмерзли помидоры верхушки. Вот один подмерз. Где-то еще были подмерзшие. Но они, кстати, были подмерзшие, но отошли. Все я обрызгала эпином и цирконом. То есть вот с этого края попортились. Попортились растения. С северо-западной стороны, точнее с западной стороны, растения попортились. Все остальные, в том числе арбузы, сейчас я до них дойду, все остальные помидоры живы благодаря вечной свечке, которую я всем рекомендую. Вот от нее ведро, вот от нее свечка. Хорошо, что была у меня пеньковая веревка, было у меня старое масло. И вот таким образом спасла теплицу. Вот здесь даже зацвели огурчики. По поводу винограда. Тот виноград, который прислонялся к спанбонду, ой, к поликарбонату, он испортился. Вот. Его можно сразу убирать. Вот так. Ну, на этом, кстати, побежки и цветов нет. Нет тут кисточки, поэтому его можно просто убрать весь. Я научилась пользоваться чудо-ножницами. А на этом как раз есть маленькая кисточка. Здесь тоже, получается, есть кисточка, а здесь кисточки нет. Мне говорили, что у меня тут очень густо. Ну и что тут густого? Вот одна кисточка, вот вторая на таком расстоянии. Вот кисточки нет, вот кисточки нет, вот кисточки нет. Это все нужно будет убрать. Я все повыламываю. Вот опять-таки касался поликарбоната и замерз. Вот. Хотя вот именно эти два я хотела оставить, вот один, вот второй, хотела оставить на побеге замещения на следующий год. Вот. Вот здесь хороший побег, но совершенно на нем нет кисточек. Надо его выламывать. А вот этот вот был с кисточкой, кисточка тоже замерзла. Потому что касалась. Не хватило у меня мозгов убрать его подальше. Но в результате несколько кисточек сохранилось. Вот одна, вторая, третья, четвертая. И я, поскольку оставлю только с кисточками, то совершенно здесь не будет густо. А вот арбузы. Такое ощущение, что арбуз у нас северный фрукт, овощ. Выглядит он лучше, чем что-то другое. И базилик тоже хорошо себя чувствует. Что тут у меня? Тыковки подмерзли немножко. Ну, тоже не критично. Те, что ниже к земле, выглядят лучше. Что заметила? Заметила, что то, что находилось ниже к земле, промерзло меньше. То, что находилось выше к земле, промерзло сильнее. Выше от земли промерзло сильнее. И промерзли очень сильно вот то, что росло в стаканчиках. Практически все верхушки, то у меня были запасные помидоры, и практически все верхушки у них испортились. Ну, честно говоря, мне их сажать все равно было некуда. И с этого края, где потухла свечка, здесь подпортились и огурчики. Видно. Это подвой фера, кстати. Он лежит, себя чувствует прекрасно. А огурчики, может быть, если бы они были не подвязаны, то они бы так и не померзли. Но они были
подвязанная. И вот все, что было выше, все начало портиться. Вот рядом дыня. Вот она рядом дыня. И ей ничего. Бархатцы себя хорошо чувствуют. Вот так цветут. Так что мороз, конечно, настроение подпортил. Но в общем и целом практически все сохранилось. Так что я надеюсь, что у всех остальных тоже все хорошо. Всем хороших урожаев!